Привет! Сегодня хочу показать, как сделать брошь «Кот во фраке». Нарисовав эскиз, подготавливаю материалы. Белый фетр, стразовые цепочки цвета красного вина, разноцветные стразы, бисер. Переношу рисунок на фетр с помощью копирки. Прокрашиваю черной акриловой краской фрак и бронзовой краской размечаю места рыжих полосок. Контур броши делаю с помощью контурного шва. Делаю стежок, вывожу нить немного впереди и вхожу в середину уже сделанного стежка. Таким образом получается ровная и красивая линия. После того, как все линии пройдены, перед тем, как пришить, приклеиваю стразы. Галстук-бабочку решила сделать перламутрово-зеленого цвета, как и сорочку. Пришиваю стразовую цепочку. После того, как крупные элементы пришиты, начинаю вышивать контур воротничка оранжевым богемским бисером. Фрак вышиваю черным и гематитовым бисером в хаотичном порядке. Такая вышивка идеально подходит для одежды. Глаз не цепляется за линии, и все бисеринки выглядят как единое целое. Пришло время сделать глазки. Беру тонкий пластик, накладываю его на работу и обвожу глаза маркером. Вырезаю. С помощью акрила создаю золотисто-зеленые туманности внутри глаза. Если вы присматривались к кошачьим глазам, должно быть замечали, какие они красивые и необычные. Рисую зрачки. Но сейчас глаза плоские и далеки от реальности. Чтобы их оживить, я использую УФ-смолу. Наливаю смолу и растягиваю эту каплю по всему глазику. Самое главное, чтобы не было пузырьков и пропусков. Ставлю на просушку лампу. Делаю второй слой. Прикладываю глаза к вышивке. Теперь совсем другое дело. Глазки выглядят фантастически. Если бы я раньше знала о такой смоле, у моих игрушек были бы необыкновенно глубокие глаза. Приступаю к вышивке рубашки. Сначала пришиваю бисеринки-пуговки. Вышиваю сорочку нежно-зеленым цветом с добавлением белого и полупрозрачного бисера. Располагаю бисеринки в хаотичном порядке, но так, чтобы не было пустот.
Выше бабочки находится рубашка, поэтому верхнюю часть тоже вышиваю зеленым бисером. Отмечаю места под глазки. На самом деле нужно было тоже приклеить их сразу, как стразы. Но так как это новый материал, я боялась их испортить в процессе работы. В следующий раз буду их располагать сразу на вышивке. На видео можно заметить, что я использовала жемчужинки, но как раз из-за того, что я глаза приклеила после, они в итоге перекрывали глаза. Их я потом просто срезала и укрепила рядом находящиеся нити. Голову вышиваю таким же образом. Прохожу сначала вдоль контура, а после вышиваю линиями с учетом окраса животного, рыжего полосатого кота. Вышиваю второе ушко. Делаю его таким же пушистым, как и первое. Вдоль контура пришиваю рядком жемчужный бисер, а внутри делаю шерстинки. Сразу набираю несколько бисерин и прохожу через все бисеринки, кроме последней. Так получаются шерстяные ушки. Верхние веки делаю с помощью канители. А нижние веки оформляю богемским бисером бежевого цвета и белой рубкой. Вышиваю лоб и щеки. Теперь нужно сделать усы. Их я решила сделать с помощью лески, которую прокрашиваю акриловой белой краской. Ввожу нить и вывожу с другой стороны. Получаются симметричные пары усов. Подшиваю их сзади, чтобы не расползались.
Вырезаю вышивку и подкрашиваю ее края черной акриловой краской. Обвожу вышивку на уплотнителе и на искусственной коже. Вырезаю все детали, к уплотнителю пришиваю булавку и делаю прорези в искусственной коже. Склеиваю все детали друг с другом. Обработку края я делаю американским способом. Подробнее можно посмотреть по ссылке сверху. Вывожу нить наверх, набираю бисерину, прокалываю материал снизу вверх и вывожу иглу в ту же бисерину снизу вверх. Бисеринка ровно ложится на край изделия и закрывает собой все слои. Финальный этап, и котик готов. Она получилась очень интересной и забавной. Я уверена, получится и у вас. Всем творческих успехов! С вами была Нерианда. Пока-пока!